Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой нежно-розовый джемпер красивым ажуром от японских мастериц. Действительно красивый и простой узор, привлекает внимание. Сразу обратила внимание, нашла эту моделечку в японском журнале, сразу обратила на нее внимание. Ну, во-первых, узор действительно оказался проще простого, да, то есть, в принципе, мастерица, владеющая средним уровнем мастерства, без проблем свяжет данную моделечку. К тому же вот эти вертикальные полосочки очень располагают, визуально стройнят фигуру. И, в общем-то, поэтому я составила описание на целых 8 размеров, начиная от 42 до 56 размера, девочки. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Красивый узор, красивый мотив, ничего я плохого не могу сказать. Вяжется на одном дыхании, очень простой узор, девочки. Вы сами поймете. Единственное, надо посидеть и, в общем-то, разобраться в переходах. Вот переход от, видите, узор у нас в нижней части джемпера один, да, потом идет лицевая гладь с такими изнаночными полосочками, то есть чередуем лицевую гладь и полосочки изнаночные из изнаночных петелек. И здесь идет уже у нас схема 2, другая немножко схемочка, и по рукавчикам тоже, видите, связано по другой схеме. Но хоть и другая схема, но принцип вязания узора все тот же самый. Простой узор красивый. Давайте с вами сейчас, как всегда, остановимся на выборе пряжи. Первое, что мы с вами, вы знаете, в моих мастер-классах, мы выбираем пряжу, я показываю спицы и расход пряжи. А затем последовательно смотрим схему, выкройку, вяжем этот узор, определяем плотность вязания. И самое интересное – это детальные расчеты на разные размеры. Я все подробно вам расскажу и покажу. И описание будет у вас в текстовом варианте выложено под видео. Вот такой вот у нас замечательный сегодня мастер-класс и урок. Итак, выбор пряжи. Для вязания этого джемпера с короткими рукавами я выбрала пряжу Газал джинс. Турецкая пряжа в 50 грамм 170 метров. Что тут еще есть у нас? 50% хлопок, 42 акрил состав. Ниточка довольно хорошо скручена, удобно из нее вязать. Она чуть тоньше, чем вот я привыкла использовать. Я даже попыталась взять спицы 3, но потом перешла на 3,5 все-таки. Посчитала, что 3,5 как-то мне уютнее было вязать спицами 3,5. Вот так выглядит наш, девочки, узор. Здесь используется 2 у нас узора. Сразу 2 узорчика используется. То есть вот этот начальный раппорт, который идет у нас на 6 рядах и 15 петлях. То есть здесь 2 раппорта. Потом все это плавно переходит в один раппорт на 30 петельках. И вот 36 рядов. Вот так выглядит этот раппорт. И здесь между ними идет лицевая гладь. Ну а в целом, как вы видели на модели, на фотографии нашего джемпера, это очень красивое сочетание и несложно вяжется. Здесь вот идет ажурная змеечка, видите, используйте. И вот эти узорчики, я бы так сказала, с листиками. Да? Легко вяжется узор, легко запоминается, приятно было вязать. Давайте посмотрим схемы этих узоров.
Начинаем по порядку. Это схема 1. Я выделила ее вот раппорт узора по схеме 1. Вот такой маленький, 15 петель. Еще сейчас крупнее сделаю. Девочки, всего 15 петелек у нас. И, в общем-то, в ширину узорчик и 6 рядов в высоту. Да? Вот такой простой раппорт узора. Ну, условное обозначение. Смотрите, значит, горизонтальная черточка – это изнаночная, пустая клеточка – это лицевая. Вот такая вот треножка – это 3 вместе лицевой с наклоном вправо. И в зеркальном отображении треножка, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Кружочек, вы знаете, это накид. И вот такая серая клеточка – это нет петли, то есть без петли. Все, со схемой номер 1 разобрались. Делайте скрин экрана, чтобы вязать. Так, дальше. Схема 2. Схема 2 посерьезнее. Вот такая. Сейчас я тоже ее также приближаю. Вот, пожалуйста, делайте, девочки, тоже скрин. Хотя я выложу, скорее всего, ссылочку в своем профиле в Одноклассниках на эти 2 схемочки. Будет у вас под рукой, в принципе, ссылочка. Так, смотрите, здесь 30 петель раппорт выделен красным и 36 рядов. 30 петель здесь тоже условно делим пополам по 15 петель. И когда у нас идет переход от схемы 1 к схеме 2, вы понимаете, да, мы замещаем наши два раппорта по 15 одним раппортом по 30 петель. Условные обозначения здесь абсолютно такие же. И есть еще присутствует 2 вместе лицевой. Вот здесь и здесь. Ну, соответственно, это с наклоном вправо, это 2 вместе лицевой с наклоном влево. А так все те же самые условные обозначения. Для симметрии мы будем добавлять с вами вот эти 15 петель слева. Там в одном из размеров это будет присутствовать. Вернее, оно там, по-моему, во многих размерах присутствует. Но, в общем, все по порядку. Так, и схема 3 у нас будет с вами. Схема 3, без нее никак. Смотрите, вот такие чудесные прямоугольнички синего цвета я выделила. 7 петель у нас ширина и 4 ряда высота. Почему именно их 2? Потому что первая часть, вот эта правая, это мы будем добавлять в одном из размеров 7 этих петель в самом начале вязания, а вот эта левая часть будет в самом конце вязания использоваться. Это схема 3. Вот, 7 петель, 4 ряда в высоту. Все, это понятно, да? Тоже скрин экрана, но там только на 42-44 размер понадобится вот эта вот схема 3. Только для этих размеров понадобится. А на большие размеры мы обходимся без этой схемы 3. Это уже я сама добавляю, и сама это я придумала. Так, что касается выкройки. Выкройка классический вариант. Вот такая выкройка у нас с вами идет. Здесь нет 50-52 выкроечки. Нет, вру. Размер 50-52, здесь нет мерки. Но когда я с вами буду разговаривать в конце видео, как обычно, после того, как мы свяжем образец, мерочка появится у нас, я ее от руки рисую, вот, и там очень подробно я рассказываю по петельный расчет, откуда что берется, сколько петель набирается, как располагаем узоры, все очень детально разбираем с вами. Что такое вертикальная плотность и как ее применять, тоже все там. Девочки, на основе вот этих моих небольших знаний, которые я вам озвучиваю в сегодняшнем мастер-классе, вы без труда сможете затем в дальнейшем делать расчеты на другие модели, применять все это на практике. Итак, давайте посмотрим вот это описание, которое я всегда выкладываю под видео к своему мастер-классу. Вот все размеры, которые у нас сегодня будут участвовать в нашем мастер-классе: 42-44, 46-48, 50-52, 54-56. И здесь я подробно вам расписываю, а потом схематично рисую, откуда берется вот эти 75 петель ажурным узором по схеме 1, да, что это, откуда это все такое у нас берется. Интересно, да? Кстати, вот эти 7 петель ажурным узором по схеме я вот сюда подзабыла вставить. Интересным образом подзабыла.
Симметрично они у нас идут, естественно. Так, надеюсь, здесь я ничего не подзабыла. Но я, девочки, схематично вам рисую, поэтому если даже здесь вы встретите какую-то ошибку какую-то, да, там что-то я подзабуду, вот, схематично, когда я рисую, там я ничего не подзабываю, и там я вам все рисую очень серьезно и досконально. Так, поэтому не пугайтесь. Посмотрите видео до конца и все поймете. Вот я вам пролистала, и это описание вы сами почитайте под видео. Итак, мои хорошие, приступаем с вами к вязанию образца. Итак, вязать мы будем с вами по двум схемам сразу. И поскольку у нас с вами основной узорчик будет вот в верхней части нашего джемпера на 30 петлях раппорт, то мы будем с вами вот начинать 2 раппорта подряд по 15 петель, да? То есть начинается вот этим узором, то есть нижняя часть джемпера вяжется вот таким узором. У него раппорт в высоту 6 рядов и 15 петелечек. Вот. А потом переходим из 2 раппортов, сразу переходим на верхний раппорт из 30 петель. Вот таким образом объединяем, да? И я сейчас вам показываю, как связать нижнюю часть вот этим узором. Набираем 32 петли, то есть 30 петель это раппорт, и у нас с вами 2 петли для кромочных. И я показываю вам первый ряд, девочки. Он очень простой, этот узор. Видите, я уже связала. Очень простой. Спицы 3,5. Начинаем вязать. Первая кромочная, затем вяжем раппорт. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 лицевые, да, и 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Первые 2 петли, я вяжу бабушкины петли за заднюю стенку, поэтому первые 2 петли у меня за работой, а третью я накидываю поверх, вот так, и вяжу как 3 вместе лицевой. Затем накид, по центру лицевая, снова накид, 3 вместе лицевой, теперь уже с наклоном влево, 2 лицевые и 2 изнаночные. Это был у нас с вами первый раппорт. Второй раппорт следом вяжем. Повторяем просто 2 изнаночные, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем с вами накид, по центру лицевая, снова накид, опять 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые и 2 изнаночные. Связали второй раппорт. Кромочный вяжем изнаночный. Теперь вяжем с вами, девочки, второй ряд. Здесь у нас будут сейчас накиды, но они очень легко вяжутся, прям без напряга, честно говоря. Смотрите, вяжем. Схему будем читать слева направо, то есть не как обычно. 2 лицевые идут, затем 3 изнаночные, накид, снова 3 изнаночные по центру, снова накид, 3 изнаночные и 2 лицевые. Вот такой вот, просто 2 накида у нас здесь добавляется. Так, ну и второй раппорт также вяжем. 2 лицевые, 3 изнаночные, накид, снова по центру 3 изнаночные, снова накид, опять 3 изнаночные и 2 лицевые. Кромочные, изнаночные связали. Так, следующий у нас с вами идет третий ряд. Третий ряд. Кромочную сняли, вяжем раппорт. 2 изнаночные, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Я уже показывала, как я это вяжу, да? 2 за работой, 3 поверх них. Провязали 3 вместе. Лицевой. Сделали накид и 5 лицевых по центру. 1, 2, 3, 4, 5. Снова накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево и 2 изнаночные. Связали раппорт. Второй раппорт также повторяем. Четвертый ряд вяжем. Совсем легкий ряд. Изнаночные, 2 лицевые, изнаночная, делаем накид и по центру 7 лицевых идут.
Раз, ой, 7 изнаночных, то есть. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Снова накид, изнаночная, 2 лицевые. Так, ну и по второй раппорт также вяжем. Пятый ряд у нас самый легкий из всех рядов. Вяжем 2 изнаночные и затем все лицевые вяжем. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 лицевых получилось и 2 изнаночные. Связали раппорт, повторяем такой же раппорт. Шестой ряд, девочки, вяжем, как смотрят петли в раппорте. То есть здесь я даже показывать не буду. Хотя все равно вязать, да? Давайте покажем. 2 лицевые, 11 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Снова 2 лицевые. Вот такой раппортик. Повторяем раппорт. И смотрите, мои хорошие, после того, как мы связали с вами 6 рядов раппорта, идет повтор раппорта с 1 опять по 6. 10 раз, так я видела на схеме, я посмотрела, 10 вот таких раппортов связано, затем идет лицевая гладь. Лицевая гладь, и между ними идут вот эти вот изнаночные петли, да, то есть идет лицевая гладь, изнаночные петельки. Вот тут показано. Давайте тоже свяжем, чтобы нам воссоздать ту красоту, да, то есть вяжем вот эти 11 лицевых, и между ними 4 изнаночные. А затем перейдем с вами вот к этой схеме на 30 петлях. Здесь 36 рядов в высоту, то есть большой раппорт, но он тоже очень простой и легкий. Здесь то же самое, девочки. То же самое. 3 раза подряд будем вязать вот такие же элементы, 3 вместе, накид. Только здесь у нас будет не 4 раза, 1, 2, 3, 4, а 5 раз. То есть чуть шире он, да, на 2 петли. Вот. Ну и здесь вот эти ажурные дорожки еще. Красиво так скомбинировано. Итак, предлагаю вам также, воссоздать, потренироваться, да, как это будет выглядеть. Вяжем просто сколько-нибудь рядов, сколько вам не жалко. Вяжем 2 изнаночные, 11 лицевых. То есть вот таким образом. А изнаночные ряды у нас будут вязаться, как смотрят петли. Давайте так свяжем. Может быть, я свяжу, наверное, 2 раза, наверное. Зачем много, да? Вот так, 4 ряда свяжу. Вот. А затем перейдем с вами к узору, который у нас посерьезнее, побольше, да? Так. Давайте. Итак, мои хорошие, я связала лицевые вот эти вот ряды, когда я вам говорила по 4 ряда, как смотрят петли, да? И смотрите, начинаю раппорт на 30 петлях. Первый ряд. Первый у нас идет изнаночная, 3 лицевые. 1, 2, 3. Далее вяжем 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид и 3 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. 1, 2, 3. Затем идут 2 изнаночные. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, изнаночная. И по центру получается 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Опять идет изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Связали раппорт узору, кромочная тоже изнаночная. Так, во втором ряду первую часть узора мы вяжем, как смотрят петли, а вторые 15 петель также прибавляем вот эти накиды. Вы поняли как? Сейчас покажу один раз, а потом не буду. Ну зачем? Это так понятно. То есть вяжем с вами
как смотрят петли? Лицевая, затем идут 2 изнаночные, снова лицевая, потом опять идут 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, опять лицевая, 2 изнаночные и 2 лицевые. Так, связали. И теперь смотрите, идут у нас 3 изнаночные. Так, вот так. 4 изнаночные, 4, девочки, изнаночные идут. Затем идет накид, 3 изнаночные по центру, снова накид. И далее опять идут 4 изнаночные и 1 лицевая. Все, кромочно связали. То есть здесь уже по логике вещей вот эти накиды вы прибавляете в изнаночном ряду, да, так же, как мы с вами это делали вот здесь. А в лицевом ряду здесь идут у нас следующие моменты. 3-й ряд вяжем. Значит, смотрите. Изнаночная, лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном вправо вяжем. Лицевая, то есть накид и по центру 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Опять накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 изнаночные, ажурная дорожка на 2 петлях, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 7 лицевых по центру, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, опять изнаночная, ажурная дорожка на 2 петлях, вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо и накид, и изнаночный. Вот связали весь раппорт. Кромочный тоже изнаночный. Так, во втором ряду, так, это 4-й уже ряд будет. В 4-м ряду в четном и изнаночном будете вязать, девочки. Смотрите, ну давайте с вами свяжу, ладно, а то кто запутается. Но вы уже поняли, где делать накиды в изнаночном ряду, да, можно даже не заморачиваться. То есть первая часть узора вяжем в изнаночном ряду, как смотрят петли, да, то есть у нас идет, вот мы не заморачиваемся, я даже говорить не буду, вот смотрит у нас лицевая, вяжем лицевой, смотрит изнаночный, вяжем изнаночные. Вяжем, вот сейчас 7 изнаночных у нас идут, вы поняли, откуда они взялись, да? Потом опять идет лицевая, 2 изнаночные, это ажурная дорожка, и вот пошла 2 лицевые, и начинается наша с вами вторая часть узора. Смотрите, после 2 лицевых вяжем 2 изнаночные, и вот здесь, видите, перед накидом делаем накид, затем по центру у нас идут изнаночные, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем опять накид, 2 изнаночные и лицевая, кромочная, изнаночная. Связали. 4-й ряд. 5-й ряд. Итак, у нас с вами 5-й ряд. Вяжем изнаночная, 2 вместе, девочки, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. По центру вяжем лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Опять накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 изнаночные. Ажурная дорожка на 2 петельках. То есть она у нас как 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Ну и змейка так называемый, да, накид. Затем идет изнаночная. Опять 7 лицевых. Это очень легкий у нас идет вторая половина. Опять изнаночная и ажурная дорожка на 2 петлях. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И снова изнаночная. Кромочная тоже изнаночная. Так, 6-й ряд вяжем, как смотрят петли. 6-й ряд вяжем, как смотрят петли. Из 7-го ряда у нас идет повтор с 1-го ряда. Мы так 3 раза повторять будем. То есть вот эти вот наши 6 рядов, которые я сейчас вам показала по этой схеме, мы их будем с вами 3 раза повторять. 3 раза. Раз уже связали, еще 2 раза повторяем.
хочу заострить свое внимание, что в 7-м ряду у нас ажурная дорожка здесь, видите, немножко... То есть она живет своей жизнью, да? Вы поняли, что цикл этой ажурной дорожки 4 ряда, да? То есть 4 ряда раппорт. То есть здесь вот обращаю внимание, я не стала вам вот это все повторять, потому что зачем загромождать видео, да? То есть вы сейчас будете вязать вот эту часть узора с 1 по 6 ряд также, да, а эту вторую часть узора, смотрите, по центру у вас вяжется лицевая гладь на 7 петлях, да, а ажурные дорожки вы вяжете как змейкой, да, чередуя. Ну, вы видите, да, чередуя 2 вместе, накид лицевой, 2 вместе, накид лицевой в разные стороны. То 2 вместе лицевой вправо, следующий через ряд 2 вместе лицевой влево, накид. То есть вот так, да, вы поняли. Итак, девочки, мы связали с вами 18 рядов уже, да. Смотрите, как это выглядит. То есть 3 раза мы связали одинаковые элементы в правой части узора. Так, здесь у нас шла змеечка, да, такая, и 7 лицевых по центру. Так, все хорошо. Теперь в 19 ряду у нас с вами в шахматном порядке сейчас будут меняться части. То есть вот эта часть ажурная перейдет влево, а эта часть со змейкой вправо. И я покажу, как этот переход сделать, если у кого-то вызывает сложности. Смотрите, кромочную сняли, опять вяжем изнаночная. И вот змейка началась на 2 петлях. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. 7 лицевых по центру. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Опять изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Это змейка наша. Накид. Затем идут 2 изнаночные. Далее идет у нас вторая часть узора. 3 лицевые. 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. По центру идет лицевая. Снова накид. И 3 вместе лицевой с наклоном влево. Затем идут 3 лицевые. 1, 2, 3. И изнаночная. Кромочную вяжем изнаночной. Видите, да? Перешли на шахматный порядок узоров. Так. Ну и далее у нас идет уже все как бы в 20 ряду. Здесь то же самое, как вот тут, в этой части вправо мы вязали. Делаем накиды в изнаночных рядах. То есть вяжем с вами 4 изнаночные, накид. Опять по центру идут 3 изнаночные, снова накид, 4 изнаночные, ну и 2 лицевые. И далее, как смотрят петли. Да, вот здесь я не сказала, что вначале шла лицевая, соответственно, да. Все, мои хорошие, и все. И дальше у нас идет повтор раппортов. Здесь вяжем, как смотрят петли. Все то же самое, только в шахматном порядке. Все то же самое в шахматном порядке. Поменяли местами узоры. Теперь в левой части у нас идут вот эти красивые листики, а в правой части 7 лицевых по центру идут со змейками. Все. И в 36 ряду раппорт заканчивается, и повторяться он будет снова с 1 ряда. То есть, как вы поняли, очень легкий узор, в принципе, да, все очень понятно и доступно. Давайте с вами самостоятельно это все дело свяжем, вот, чтобы потренироваться. Надо сделать нам, измерить плотность полотна. Это самое важное, для чего мы, собственно, и вяжем образец. Я связала, девочки, образец до конца. Смотрите, раппорт 36 рядов у нас связан. И выглядит он вот таким образом, как я и говорила. Поменяли местами в шахматном порядке, да? Правую часть на левую, а левую часть на правую. И все то же самое одинаково я связала. Сейчас наша задача сделать влажную тепловую обработку этого образца, чтобы измерить плотность. И дальше расчеты будут нас ждать.
Итак, горячим паром обдаем наш с вами образец. И вытягиваем его. Так, вытягиваем. Еще разочек, особенно на края надо обратить внимание, где у нас с вами здесь идут изнаночные петельки. Поскольку мы будем делать сейчас с вами расчет, то нам необходимо, чтобы кромочные тоже участвовали в нашем расчете, в том числе и изнаночные. Иначе будет не совсем точный расчет. Так, мои хорошие, все хорошо, пусть образец тщательно высохнет, и после этого он примет ту форму, которая будет присуща уже в изделии. А теперь мы будем с вами измерения делать. Смотрите, мы измеряем ширину нашего образца. Обычная линеечка 16, у меня получается сантиметров. И мы набирали 32 петли. У нас участвует с вами в узоре. Поэтому 32 можно и устно поделить на 16. Получится цифра 2. И я запишу, это наша плотность, в 1 сантиметре 2 петли. Вот так. Следующее, что мы делаем, вертикальная плотность. Я буду, девочки, мерить вот именно наш раппорт, последний по этой вот схеме 36 рядов, да, и, значит, прикладывать также линеечку. И у меня получается, смотрите, 15 сантиметров. 15 сантиметров. Ровно 15 сантиметров. И 36 рядов. 36 рядов, 36 поделим на 15. Будет 2,4 плотность. И запишем эту цифру. Что у нас в 1 сантиметре 2,4 ряда. Вот. Теперь эти две цифры очень важны у нас будут в дальнейших расчетах. Сейчас смотрим выкройку. Итак, вот такая у нас с вами будет выкройка, девочки. Такая обычная классическая стандартная выкройка. И составлять будем сегодня с вами описание на целых 8 размеров. С 42 по 54. Ой, вру, по 56, девочки, по 56. Я потом тут все переиграла. Получилось, что у нас даже 56 затрагивается. Итак, давайте по порядку. Значит, ширина спинки у нас первого размера 42-44 составляет 47 сантиметров. Второй размер 46-48, ширина спинки 54 сантиметра. Для 52 размера ширина спинки 28,5 на 2, 57 сантиметров, и 61 сантиметр для 54-56 размера. Итак, давайте сразу же считать петельки. Мы, собственно, с этого всегда и начинаем. Нашу плотность мы определили в 1 сантиметре 2 петли по горизонтали. Поэтому сантиметры умножаем на 2. На нашу плотность 2. 47 сантиметров умножить на 2, 94 петли. Сразу говорю, будет нечетное число у нас в наборном ряду использоваться, поэтому 93 или 95. Это как вы там, в какую сторону качнете сами. Дальше идет 54 сантиметра на 2, это будет 108 петель. Я качнула в 107, сделала. Далее у нас идет с вами размерчик 57 сантиметров на 2, это 114, я сделала 113 петель. И третий размерчик 61 умножить на 2, это 122 петли. Тут я так оставила, объясню потом почему. Так, и распределяем сразу с вами раппорты узоров. Ну, у нас с вами раппорт идет, значит, первый на 15 петельках, да, вот мы с вами вязали его, 15 петелек у нас был, и второй раппорт 30. Ширина раппорта 30 петель. И здесь
значит, получалось так, что у нас, помните, да, наши 15 петель, два раппорта подряд умещались в одном раппорте по схеме номер 2. То есть вот это была у нас схема 1, мы ее вязали в начале, а это схема 2. Мы ее вязали следующая, большая схема. И смотрите, как здесь я буду распределять узоры сразу, да? То есть сразу надо, чтобы схема 2 у нас с вами фигурировала, чтобы 30 наших петель умещались симметрично, красиво укладывался узор. И для этого я рисую сразу схематично. То есть вы имеете в виду, девочки, что там, где я пишу 30, это значит 2 раппорта первоначальные. В начале у нас 2 раппорта по 15 петель вяжется. Имейте это в виду. И смотрите сразу. Значит, делим с вами наши 93 петли, делим на 30 петель. Это число петель в раппорте. 3 раппорта целых. Но, здесь много но. Я распределила узоры следующим образом. Руководствуемся схемой 2. По схеме 1 там легко. Я уже сказала, 30 делим пополам. И 15 петель у нас получается раппорт. Итак, начинать я предлагаю, девочки, с 7 петель по схеме 3. По схеме 3. Вот они здесь. У вас будет схема, я ее выделила там синим цветом. А здесь схема 3. Это вот эти 7 петель. Вот отсюда, вот до сюда. Вот. И 4 ряда в высоту. Схема 3 у вас будет. Вот она. Эти 7 петель, значит, у нас в начале идут наборного ряда, да, и заканчивается все вот этими 7 петельками вот отсюда и до сюда. Там тоже у вас будет выделено эти 2 раппортика по 4 ряда в высоту. То есть с них я предлагаю начать. А далее идут 2 раппорта подряд по 30 петель. Раз, два. Так, затем идет 15 петель. То есть вот здесь для симметрии, видите, 15 петель добавляется. Вот до сюда 15 петель. Ну, то есть берем половину вот этого раппорта, чтобы было симметрично, да? Вот эту вот часть берем, 15 петель. Вот она здесь у нас. И добавляем. И получается вот такой расклад узоров. Получается 75 петель по центру узора. То есть здесь у нас получается, если мы начинаем с начала раппорт, 75 поделить на 15, да, то по схеме 1 это будет 5 целых раппортов. И окружением будет у нас 1 изнаночная, там не хватает. Затем 7 петель по схеме 3. Затем 75 петель по схеме 1 начинаем. А потом переходим вот на такую планировку, схема 2. И 7 петель заканчиваем по схеме 3, 1 изнаночная и кромочная. Это для маленького размера. 46-48. Здесь расклад такой. Сразу прям я нарисовала, очень сложно объяснять. Кромочная. Затем идут 3 раппорта подряд у нас по схеме 2. А в начале это 3 раппорта переводим. То есть 90 петель, которые у нас участвуют, 15. 6 раппортов будет у нас идти подряд по схеме 1. Потом переходим все это вот в такое состояние, да. И 15 петель для симметрии идут. Понятно, да? То есть 105 петелек у нас по схеме идут. Начинаем с схемы 1, затем переходим на схему 2. И итого 2 кромочные еще плюс 107 петель. Третий размер 50-52. 113 петель у нас участвует. Располагаю следующим образом узоры. 3 изнаночные. И то же самое, что для схемы, для размера предыдущего 46-48. То есть идет у нас с вами 105 петелек узором по схеме 1, а потом вот так по схеме 2 располагаем узоры. То есть 3 раппорта подряд и для симметрии 15 петель. Я показывала, что за петли. Затем 3 изнаночные и кромочные. И для 4 размера 54-56 у нас будет, где 122 петли. Здесь у нас четко 120 петель, это 4 раппорта по 30 петель. Или
когда начинаем вязать, задействовано у нас будет с вами 120 петель в узоре, поделить на 15. Это 8 раппортов схемы 1 или 4 раппорта схемы 2. Да? И кромочные, соответственно, справа и слева. Вот 122 петли. Теперь давайте определимся с петлями по вырезу горловины, по пройме и по плечу, что остается. Ну, пройма у нас глубина, стандартно беру величину 5. Девочки, откорректируйте под себя, если у вас плечи узкие, возможно, вам понадобится более глубокая пройма на пару петель. Вот. А так 10 петель. Как я определила эти 10? Я 5 умножила на нашу плотность по горизонтали. 10 петель получилось. У нас 2 плотности, помните, да? Далее, по вырезу горловины я также определяю, девочки, смотрите, нашу мерочку выреза горловины, ее ширину я умножаю на 2. Здесь половинчатый размер, для примера показываю. Вот 9,5 умножить на 2, то есть это 19 сантиметров ширина выреза горловины, и умножить на нашу плотность 2, это будет 38 петель. Нам надо, чтобы было нечетное число, поскольку в наборе участвует нечетное число, поэтому я написала 39. И у меня получается, смотрите, 39 петель на первые два размера 42, 44, 46, 48, а на 50-52 я беру 43 петли, и для 54-56 я беру 44 петли, там должно быть четное число. Так, и все, что остается, это остается петли плеч. Как я их считаю? Ну, тоже очень легко. На примере первого размера показываю. 93 петли у нас всего участвует. Отнять 20 петель пройма, то есть по 10 петель каждый рукав, да, и отнять вырез горловины 39 петель. Получаю 34 петли у нас на плечи. У нас 2 плеча делю на 2, на каждое плечо остается 17 петель. Все это будет выложено под видео, девочки. Все, что я сейчас вам рассказывала и проговаривала, выложено под видео, уже в текстовом варианте. Я думаю, вы не запутаетесь. Там уже подсчитаны петельки, я их уже посчитала по плечам, что там остается, да. Теперь, что касается... Давайте перейдем с вами на рукав. Здесь самое важное определиться, как расположить также узоры после того, как мы свяжем планочку. 2 ряда я предлагаю связать изнаночной гладью и потом перейти на узор. Но там вы можете резиночку, все что угодно, все что вам по желанию, сделайте оформление сами. И по вырезу горловины, кстати, тоже касается и по низу изделия, по рукаву низа. Тоже это ваше как бы личное предпочтение. Я предлагаю 2 ряда изнаночной глади. И затем переходим на узор. Первые 2 размера у меня 55 петель будет участвовать. И я распределила узоры следующим образом. У меня идет, значит, участвует в рукаве у нас схема только 2. То есть первой там схемы уже нет, схема 2 идет. И здесь я располагаю узор как вот целый раппорт. Потом для симметрии 15 петель у меня идет. Ну вот эти вот, да. То есть вот эти. Как я и говорила, слева добавляется 15 петель. И остается там, это 45 петель задействовано в узоре, да, а нам надо 55. И я кромочные, то есть это уже задействовано 47. Из 55 отнять 47, не хватает 8 петель. 8 петель я разделила как изнаночные. 4 изнаночные справа, 4 изнаночные слева. Вот такой расклад я решила сделать. Все это вам под видео выкладываю. То же самое с помощью вот этих изнаночных справа-слева я регулировала и вот здесь тоже размещала узоры. Значит, для следующего размера у меня идет 59 петель, а для самого большого 63 петли. То есть 2 первых размера по 55, затем на 50-52 у меня уже 59 петель, и для 54-56 63 петли по низу. И там, как распределить узоры, я показываю. Так. Далее, по скосу мы будем включать в изнаночную гладь
прибавленные петли. Вот. И определяем, сколько петель нам надо набрать. Смотрите, также с помощью горизонтальной плотности я уже определила петли. То есть вот у нас стоят размеры 17,5, 19,5, 20,5, 21,5. На каждый размер своя мерочка, да? Ширина рукава. Ну, это половинчатый размер, соответственно, умножаем на 2 и умножаем еще на плотность 2. То есть всего на 4 надо умножать. Ну, предположим, смотрите, 17,5 умножаю на 4, 70 петель. Я объясняю, надо, чтобы было нечетное число, поскольку внизу нечетное используется число. Поэтому будет 71 петля. Аналогично я определяла для других размеров. 79 у меня получилось, 83 и на самый большой размер 87 петель. Теперь определяем, сколько петель прибавляем. Значит, из большего числа отнимаем по низу рукава. На примере первого размера показываю. 71 отнять 55 по низу, получаем 16 петель. У нас 2 скоса, поэтому мы делим на 2, на каждый скос будет 8 петель приходиться. Вот. И я уже все это так посчитала для других размеров. Прибавка по каждому скосу: первый размер 8, а на все 3 остальные 12 петель будет. Теперь как распределить их равномерно, прибавочки эти. Смотрите. У нас с вами идет высота вот этого скоса 8 сантиметров. Но это я перевела сразу с помощью вертикальной плотности. Помните, мы определяли с вами схема в 1 сантиметре 2,4 раза. То есть я наши 8 сантиметров умножила на 2,4 и получила величину в рядах. Ну, сразу говорю, вот эти величины лучше переводить сразу в четное число, то есть 20 рядов. Вот 20 рядов у нас с вами идет скос. А нам надо для первого размера 8 петель, да? То есть 20 рядов поделить на 8 петель. Получаем вот такую цифру, 2,5. Через 2,5 ряда надо делать прибавки. Но так обычно не бывает, и мы чередовать будем в таких случаях. В каждом втором ряду, затем в каждом третьем ряду прибавка. Опять в каждом втором, в каждом третьем, и так 8 раз чередуем. Ну, 8 петель прибавляем. Так, для других 3 размеров расклад будет такой. 20 рядов поделить на 12 петель. Это вот так будет выглядеть. Но тут тоже чередуем в каждом ряду, потом в каждом втором ряду. Опять в каждом ряду прибавка, в каждом втором. Так что вот так. Окат рукава мы с вами будем вязать, значит, по выкройке натуральную величину, либо я даю статью, вы теоретически рассчитываете. Но обычно девушки, которые уже давно вяжут, они это практически умеют делать, им ничего тут рассчитывать не надо, по наитию, да, ну, как по своему опыту. Вот. А для тех, кто начинающие, я думаю, вам будет полезна статья, я дам ссылочку на статью, как теоретически рассчитать окат рукава. Здесь делится на 3 части. Рукавчик, и в каждой части свои особенности по убавке. Так, почитайте статью. Далее, про вертикальную плотность. Как всегда, объясняю, каждый размер на выкройке надо обязательно, девочки, переводить в ряды. То есть вот у нас стоит 41 сантиметр. Переводим сразу в ряд. 41 сантиметр умножаем на нашу плотность по вертикали 2,4. Помните, да? Получает 98 рядов. Обязательно не игнорируйте эти моменты. Обязательно измеряйте в рядах все свои вещи вязаные, потому что здесь уже используется плотность. Она включается. Для чего мы так делаем, такую хитрость применяем? Ну, после стирки изделие вытягивается, да. Часто винят пряжу, но дело не в пряже, а дело в неправильной технологии вязания, да. То есть здесь мы уже образец потянули, мы его искусственно привели в то самое состояние, которое будет с нашей вещью уже готовой после стирки, да. И в итоге она у нас уже приобретает, наш образец приобретает ту самую величину, которая будет, в принципе, как мини-модель нашего будущего вязаного изделия. Да? И там мы с вами это все посчитали, и вот такой коэффициентик, мы его называем плотность, мы его применяем в нашей формуле. То есть мы наши сантиметры умножаем на эту плотность, получаем ряды. И вяжем, согласуясь с рядами, именно рядами измеряем.
Например, вот смотрите, вырез горловины у нас начинается по переду на высоте 53,5 сантиметра. Как это будет выглядеть в описании? 53,5 я умножаю на нашу плотность по вертикали 2,4, 128 рядов получаем. Так и будет написано в описании. То есть для выреза горловины на высоте 53,5 сантиметра равно 128 рядов мы начинаем формировать с вами вырез горловины. Там закрываем средние петли и так далее. Да? То есть вы будете не сантиметрами измерять эту величину, а именно в рядах будете считать. Вот 128 рядов вы связали. Все, отлично. Вот тут вот и начинаете формировать вырез горловины. Вот таким образом. Ну, я надеюсь, что все стало доступно и понятно вам, более понятно, чем, может быть, было раньше. Каждую петельку мы с вами обсудили, я объяснила, откуда она взялась. Все описание выложено под видео, смотрите для вашего удобства, девочки. Я желаю вам удачи, до новых встреч!